Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион. События будущего. Что ждет? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 июля. Давайте узнаем, какие подсказки нам дадут карты, что ждет ваш знак Зодиака, и, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад– это общий характер, и он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, мы проведем с вами приятное время, а вы, слушая наш расклад, глядя на образы карт, переложите эту метафору на свою жизнь. И какие-то подсказки получите. Итак, что ждет? Две колоды у нас. И первые три карты я решила сделать на другой колоде. Таро Висконти. Кто или что спешит в вашу жизнь? С чем будет связан вот этот период и что ждет? Что же спешит в вашу жизнь? Возможно, это какая-то информация или по части работы что-то. Может быть, и внешние какие-то события. Когда все меняется, мы с вами живем в эпоху перемен, тут возможно все. И немножко попытаемся раскрыть, что случится или произойдет. В связи с чем вот эти выпавшие карты или какая взаимосвязь. Или в чем вы будете делать выводы или принимать важные решения. Давайте узнаем. Тоже достанем на второй колоде три карты. Что же случится, какие события конкретно уже ближе к действиям или что-то произойдет. И следующее, поскольку период нам может так вот по планетарным транзитам, могу предположить, возвращать какую-то прежнюю историю, может быть и на доработку, или это будет связано с конкретным человеком, или ну что-то вы не закончили. Поэтому в чем вы думали, поставили точку, оказалась запятая. И к чему это все идет? Что будет меняться с первых дней июля? И смотрим по энергиям. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, документы, учеба, финансы, любовь и личная жизнь. Итак, давайте будем узнавать, что же ждет. Кто или что спешит в вашу жизнь? Победа. Победа по какому-то вопросу, но жезлы, дела, работа, бизнес, как раз ваши достижения, документы, учеба, у кого-то сдача экзамена, у кого-то оформление важного документа или решение конкретного вопроса. И это та победа, которую мы должны сохранять. В конечном итоге, как только или если вы ослабите внимание, или будете думать, что вот этот вопрос, он словно у меня в кармане, я уже это решил или решила. Вот тут и идет все наперекосяк. Поэтому есть какая-то тема, которая, скорее всего, судя по жезлам, будет связана, опять же, с документами, с работой. Или, может быть, это откуда к вам приходят деньги. Может быть, и такой момент. Но это более позитивная энергия и, главное, победа, да? То есть вот что-то вы сделали не зря. С чем-то вы определились, может быть, не зря. И это требует тоже внимания. Вот это спешит буквально в вашу жизнь, как знак судьбы. Будь внимателен, Скорпион. Королева мечей. Отчасти это карта интеллектуала и того человека, который рассчитывает сам на себя. Прообраз Юдифи, этим все сказано. Поэтому да, тут может быть такая задача перед вами, когда вы словно делаете выбор, на что-то решаетесь. И рациональный расчет вам будет совершенно необходим. Может быть, у кого-то из вас и конкретный человек, который спешит в вашу жизнь. И это у нас люди, которые рождены под знаками зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или, может быть, там асцендент. Но это тот человек, который умеет хранить паузу, умеет хранить молчание, умеет, рассчитывая на самого себя, каким-то тезис-планом рассчитать все до мелочей. Где-то эти две карты могут перекликаться. Вот в таких энергиях вам даже карты рекомендуют находиться, потому что здесь нельзя, ну, как бы упустить, может быть, даже мелкие вот эти детали. Если мы сказали надеяться на самого себя, значит, где-то нас могут готовить энергии к тому, что в любой момент могут быть какие-то неожиданные ситуации. Или внешние события могут меняться. Мы не можем просчитать, как будет действовать человек, да, на 100%. Или внешние события, как дальше сложатся. Коль уж мы с вами живем в эпоху перемен. С другой стороны, карта дает
где-то и совет. Если тебе какой-то вопрос не ясен, разложи его по полочкам или на детали какие-то мелкие, и вот каждую изучи. Вот для вас должно быть какое-то, мои дорогие скорпионы, абсолютное видение процесса, работы, темы, может быть, по части взаимоотношений. Ну, вот так вскользь скажу, если даже вас что-то беспокоит, да, если мы говорим про здоровье, карта не говорит, что мы болеем. Наоборот, тут выздоровление скорее. Но мы не должны тогда это сами додумывать. Время обратиться к врачу, к специалисту. Опять же, это время знать что-то наверняка. И даже если есть какие-то сомнения или страхи внутренние, беспокойство, то эта карта опять же будет говорить, сейчас самое время больше знать, чтобы меньше бояться. Что спешит в вашу жизнь? Ну вот, наверное, такие энергии, пусть они рациональные, пусть они где-то требуют для вас некоторого переосмысления, но это имеется в виду ни разу не эмоция, опять же рационализм. Это холодная голова, мои дорогие скорпионы, у вас это получается. В конечном итоге это приводит к вашей более сильной позиции, причем это старший аркан. Это распространяется на все сферы вашей жизни. Может быть, это, кстати, именно в этой колоде, хоть мы часто называем карта женской силы, но здесь нет. Здесь нам просто показана именно сила. И обратите внимание, лев как будто уменьшается, и молодой человек словно палкой заставляет подчиниться этого льва. Лев – прообраз нашего эго еще, мои дорогие, правда. И вот здесь, когда наше эго нам не вредит, в первую очередь мы усмиряем собственные эмоции. И тогда для вас, ведь по сути энергетика как у мага, а маг – это и есть великий практик. И причем холодная голова, рационализм. Сначала может показаться, что маг – это там про магию, да вот ни разу. Маг – это тот, который надеется сам на себя, когда, может быть, ему и приходится какой-то сложный план для себя реализовывать. Может быть, и какую-то многоходовочку, я такое тоже не исключаю, но, видимо, время того требует самому себе и не навредить, а с другой стороны, чего-то не упустить. Удивительное время, и у каждого тут ведь свои задачи. Поэтому есть победа, которую вы должны не только сохранять, а может быть узнать, как работают в отношении вас законы или какие перспективы по тому делу, начинанию, когда у вас уже есть какой-то результат, у вас уже есть какой-то ресурс, мои дорогие, и здесь сделать себя счастливым человеком. Но не все так просто, не все так однозначно, и если где-то королева мечей нам говорит, будь готов к неожиданностям, поэтому нам и потребуется критическое мышление. Вот этот элемент осознанности, когда мы внимательны к деталям, как я говорила, в конечном итоге это мы можем сложить в такой красивый узор, когда ваши сильные позиции будут усилены многократно. Ваша сила сама по себе, она многократно возрастает. У вас появляются возможности, какие-то рычаги влияния или рычаги, когда вы можете решить какой-то вопрос, закрыть какую-то тему. Все зависит целиком и полностью от вас. У вас сильная позиция. Давайте узнаем, что же случится или произойдет. Вот интересно, шестерка. Вот тут, правда, нужно держать руку на пульсе и смотреть в оба, потому что по семерке мечей иногда проигрывается та ситуация, когда нас хотят, ну, как-то обвести вокруг пальца, да? Все же, хоть и ни в одной колоде не прописано насчет семерки мечей, но бытует такое мнение, что это вот какая-то нечестность. Мы, может быть, уже вы, мои дорогие скорпионы, с этим столкнулись, и поэтому здесь нельзя что-то проспать, проморгать, потому что в этой карте есть еще и другое значение – забрать свое. Может быть, и придется какой-то ход делать, когда, с одной стороны, буквально по закону себя чем-то защитить, создать какой-то документ или подписать какой-то документ, просчитать, обратиться к юристу, чтобы знать, как в дальнейшем будет работать закон в отношении вас. Если вы себе наметили какие-то новые шаги, да, в каком-то деле, вот здесь не должно быть чего-то приблизительного и не совсем на ощущение. Хоть и у вас, мои дорогие скорпионы, великолепно работает интуиция, но она дает подсказку, и где-то вы можете двигаться в правильном направлении, но к этому направлению еще и букву закона. Или вот если мы надеемся сами на себя,
Но как будто тут и молчание тоже помогает. Может быть, если, к примеру, вот по семерке мечей, вы уже разгадали какой-то хитрый план конкретного человека, тогда нам карта говорит: ничего не говори. Не, давай понять, что ты, ну, как уже рентгеном словно просветил этого товарища и понял, не, совсем не товарищ. Вам и самим нужно быть, я бы сказала, хитрее или мудрее. Вот где заканчивается мудрость и начинается хитрость? Вот я, честно говоря, не знаю. Ну, видимо, сама по себе карта, она вибрирующая, 7. Тут невозможно поровну разложить. Здесь как истина, она где-то рядом, наверное, это точно. Здесь могут быть и те вопросы, которые решаются словно в тени. А вы видите конечный продукт. И тогда и интуиция, и ваши продуманные действия вас усиливают ваши собственные позиции. Не все однозначно, не все нам словно подсвечено, а что-то остается за кулисами. Но вы можете все прояснить и выйти победителем. Что же случится или произойдет? Ну, правда, людям бы сказал, что не самое время доверять. Тут больше доверия самому себе и своим глазам, кстати. По девятке жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи. Это физическая активность, это ваша ресурсность. Что-то вы умеете делать очень хорошо, в чем-то вы разбираетесь, может быть, лучше всех. Или пусть это ваши как таланты, или ваша экспертность как по профессии, да. Или, может быть, это даже ваша какая-то физическая сила, выносливость. Ну вот все, вот эти все компоненты нужно собрать воедино и понимать, куда вы собираетесь тратить силы. Да, прежде как будто мы были вот за этим забором. Мы сами могли отгородиться, и вы, может быть, свели в предыдущий период общение к минимуму. Я такое могу допустить. Тогда карта будет говорить, что случится, произойдет. Тебе как будто нужно выйти вот из зоны комфорта где-то. Это присутствует, но это подразумевает аккуратные шаги. Сделал один шаг и отдышался, осмотрелся, понял, что происходит, и только потом мы делаем следующий шаг. То же самое можно сказать, когда мы откликаемся на что-то. Есть какое-то дело, которое требует вот таких рациональных решений. Может быть, и действовать с учетом урана придется, ну, не так, как вы привыкли, или не так, как вы предполагали. Вам здесь, возможно, придется много раз что-то корректировать мелкое, чтобы получить крупное, желаемое. Такое я тоже допускаю. Сил как будто хватит, уже не одна карта об этом. Но а вот методы действия, мои дорогие, вам придется точно корректировать и храните себе тайну. Это вам все помогает. Здесь не то, что что-то происходит, как наваливается на вас, да, какая-то тема, по крайней мере, по этим картам. Нет, это вы уже хотите либо выйти из какой-то неопределенности, да, или разобраться по какому-то непонятному вопросу, и у вас это получается. Или вы видите, что настало время действовать, но с учетом еще вот этих неопределенностей действия должны быть очень взвешенно продуманные. Что случится или произойдет? Вот смотрите, все три карты не говорят о том, что именно в эти 10 дней происходят какие-то события, если мы спросили, что случится, произойдет. Да нет, тут на вас конкретно, вот чтобы на вас это было направлено, ни одна карта не говорит. Я допускаю, что какая-то прежняя вот история, она может быть, я об этом говорила. Время освободиться от ментального мусора. Четверка мечей, мы приводим мысли в порядок, и мы вообще где-то себя перестраиваем на новый лад. Да, может быть, и были какие-то разочарования, теперь вот эти наши измышления, они не имеют никакого значения. Кстати, по этой карте мы складываем оружие, а вверху аркан силы. Мы говорили про этого льва. Мы вынуждены в себе усмирять какие-то эмоции. И, может быть, и правда за вами, может быть, и эмоции очень такие яркие, и сложно себя, правда, взять в руки. Бывает, ну, неимоверно сложно. И тем не менее, никто не должен считывать с вашего листца, мои дорогие скорпионы. Вы не должны быть попросту открытой книгой быть для окружающих. И поэтому ваш нейтралитет, вот где-то ведь про это карты, да? Это как мы себя транслируем в обществе, в социуме. Это вам дает сильные позиции, буквально это вам помогает.
Вот, пожалуй, такие подсказки, как знаки судьбы, вам дают карты. Давайте узнаем, какое там дежавю, если оно в принципе есть. А ведь правда, смотрите, по тузу чаш, ну точно, тут и победа, и какая-то радость. Сама по себе декада очень позитивная, будут приятные минуты, может быть, и вам нужно решить какой-то вопрос по части личной жизни, может быть, и человек возвращается, может быть, и у вас к этому человеку нежные чувства или какие-то добрые воспоминания, и захочется взять реванш еще раз, как будто что-то вернуть. Но помните, рационализм, холодная голова. Хотя я должна сказать, повод для радости будет. Но давайте откроем вторую карту. К чему все идет? Ну, наверное, у каждого свое, но будет какое-то важное решение. И неважно, кому вы скажете «да», кому вы скажете «нет». Если вы это говорите, значит, и это обдумали. Уже обдумали так вот со всех сторон. Или узнали уже какую-то дополнительную информацию, даже пусть это касается юриспруденции. У вас это решение окончательное. Как, знаете, камень с души. Или словно за спиной оставить какое-то прошлое. Может быть, такое тягостное воспоминание, может быть, связанное с обманом каким-то или какой-то нечестностью. Но доброе время, добрые эмоции. И буквально к чему все идет. Ведь это аркан успеха и перемен, колесница, мои дорогие. Я, конечно, допускаю, что у кого-то могут решаться вопросы, вы знаете, банально, транспортное средство. Вот иногда это проигрывается, но старший аркан чаще говорит о событиях внешних. Именно о внешних ситуациях, когда они могут все-таки ворваться в вашу жизнь. И, может быть, вот эти события состоятся несколько позже, но тогда даже позже вы будете себя благодарить, что вы с чем-то определились с 1 по 10 июля. Здесь самое главное – навести баланс и порядок в своей жизни, в той, которая есть сейчас. Нам ведь аркан колесницы говорит: не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Поэтому и карта успеха. То есть тот успех, дорогой которого нам суждено пройти. Мы на что-то должны решиться. И карта подсказывает, если ты будешь какой-то вопрос или тему, или пользоваться прежними методами, вряд ли ты получишь какой-то добрый эффект. Осваивать новые способы взаимодействия с людьми. У кого-то, может быть, буквально вопросы поездки, переезда. Может быть, съездить придется в конкретную местность, увидеть своими глазами, что там происходит. Или поговорить с какими-то людьми, встретиться с, может быть, высокими персонами. У каждого по-своему аркан колесницы. Но я должна сказать, скучать будет некогда. Поэтому встречайте все то новое, что приходит на ваш порог. И анализируйте. Как будто не будет ничего именно из нового, то, что вам не нужно. Для чего-то вам приходит определенная информация. Или какой-то человек. Значит, даже если возвращается в вашу жизнь, может быть, какие-то заключительные аккорды для кого-то будет именно так, значит. Разобраться в отношениях, может быть, и поставить точку, чтобы идти вперед. Или наоборот, определиться, провести важные разговоры. Тут у каждого по-своему. Для кого-то примирение, я такое могу вполне предположить, будет, как новая точка отсчета ваших взаимоотношений. Но, пожалуй, не для всех. Я так понимаю, что здесь может быть и наоборот, когда была какая-то сложная ситуация, вы ставите точку, и вам действительно словно камень с души или какой-то груз забот падает буквально. Вы понимаете, елки, жизнь прекрасна и удивительна, а я что-то так малость подзастрял в прошлом. Вот эти энергии, это как момент перехода вы можете ощущать. Как изменится ваша жизнь, а вот порядка будет больше. Вы можете отправляться, кстати, решать вопросы по финансам. Иногда это банки проигрываются, высокие чиновники. Иногда это наши партнеры по браку. Но король Пентаклей, он большой реалист. Вот у него с вдохновением сложновато. Это да, как изменится ваша жизнь. Поэтому что-то вы будете переводить в более реальную плоскость. Может быть, на какой-то период жизни даже не захочется именно, знаете, как, мечтать, может быть, и так.
захочется больше конкретики. Почему? Потому что вам вот сейчас важен именно порядок. Не то, что нам там обещают, или, может быть, и вы бы что-то хотели осуществить, реализовать, да, есть вот какие-то желания, но вы сейчас в эту декаду будете стремиться максимально привести вот к этому балансу или к тому какому-то знаменателю, когда больше ясности, больше толку, больше, ну пусть даже какого-то якоря в жизни, или пусть это как подушка безопасности решения каких-то финансовых вопросов. Вот для вас необходимо создать некоторую базу, от которой вы можете оттолкнуться. Или с другой стороны, где себя чувствуете в безопасности, где себя чувствуете уверенно, или с какими людьми вы себя так чувствуете. Видимо, вопросы как и окружения, так и вашей занятости. Здесь для вас все важно. Поэтому аркан силы – это старший аркан. Ваша сила по всем номинациям, по всем позициям. Она вами должна быть в первую очередь продумана. Но и высшие силы вам помогают, посылая вам, может быть, нужных людей или нужную информацию. Да, это не то, что как на блюдечке с голубой каемочкой. Работа где-то. Нам об интеллекте уже сказали. И, кстати, интеллект – это не сознание. Сознание – это, как представьте себе, прописанная заранее компьютерная программа, да, которая есть в компьютере. Вот она и работает, вот как раз в рамках этой программы. И сознание – это великий шаблон, по сути, это наша привычка. И не всегда отнюдь сознание нам дает правильные подсказки, потому что оно действует по программе, и даже если программа была так себе, да, но другой-то нет – в сознании, если мы говорим, что это как привычка. И он будет вам, оно вам, точнее, будет вам предлагать те же самые варианты, которые вы уже прошли, и вы уже наверняка знаете, и это ни к чему не приведет. Вот почему интеллект – это высшее уже знание. И если мы говорим об интуиции, это прекрасный тандем вот этого высшего знания и интеллекта, когда мы понимаем, да, возможно, все. Просто мы не находимся еще в той плоскости видимости, когда мы можем это осознать или однозначно как-то осязать это в нашей судьбе. Но и с другой стороны, прежняя ситуация как опыт, безэмоциональный опыт нам помогает не найти еще раз какие-то грабли. Поэтому интуицию слушаем, но все же больше рационализма и холодной головы. Ну вот, наверное, эта девятка мечей должна закончиться когда-то. Это карта того, чего нет. Это на ваше достижение. Поэтому, может быть, нам и говорит королева мечей, вот есть реальность, оттолкнись от этого. Время открыть глаза. И ведь на самом деле девушка, вот этот мрак, который изображен на карте, это она так чувствует. Она смотрит вглубь себя. Она не смотрит вокруг. Она не видит, что вокруг происходит. Завершайте какое-то самокопание или, мои дорогие, должно быть завершено, может быть, завершен какой-то очень мрачный период. Все же это на достижение. И значит, мои дорогие, я могу предположить, что для вас наступило время оставить прошлое позади. Не оглядывайся назад. И это лишь просто на уровне чувств. Это не реальность. Поэтому, если мы, оглядываясь, допустим, да, вот в день прожитый, думаем, что дай-ка я попробую еще раз какой-то реванш, а вдруг пойдет? Не пойдет. Мы снова повторим какой-то опыт, но потеряем время, буквально так. А если вы хотите что-то осуществить, то вам потребуются совершенно новые методы. Энергия денег. Смотрите, тут и деньги как будто, как по Урану. Уран, он все дробит. Так вот, для вас, как новая какая-то реальность, но и правда цифровая эпоха, мы уже на сегодняшний день видим, как все меняется. И деньги, электронные деньги или новые системы взаиморасчета, я думаю, в течение июля они нас удивят не раз еще. Или к чему это все идет, будем говорить, да, то есть развитие, оно быстрое, оно сейчас идет семимильными шагами. Вот посмотрите, года 3 тому назад, кто из нас думал о том, что робототехника так активно будет входить в нашу жизнь, или что так быстро цифровые технологии достигают прогресса. А ведь и правда, тут буквально днями иногда ограничивается
известия об одном открытии до следующего открытия или до внедрения в нашу реальную жизнь. Поэтому все меняется. Это карта завершения. 13-й старший аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Это карта трансформации. Вам придется что-то новое изучать. Как-то думать, куда, допустим, инвестировать. Или, может быть, хранить деньги, если есть что-то, да, как депозиты какие-то. Не в одной валюте, а в нескольких. Или, может быть, там недвижимость. То есть подумать. Или откуда к вам приходят деньги. Может быть, не одна работа, а два направления, две сферы занятости. Ну, вот что-то такое. По Урану, по крайней мере, это хорошо. И экзальтация вашего знака, она как раз в том и состоит, когда вы умеете жить вот в этой многозадачности. И правда, ваш знак зодиака, когда наступает какой-то хаос, все мечутся, а Скорпион, засучив рукава, идет что-то делать. И пока там кто-то разговаривает, Скорпион уже сделал. Поэтому вы чувствуете этот момент, мои дорогие Скорпионы. И это значит, у вас больше ориентиров, и значит, у вас больше и возможностей. Не случайно аркан сила. Поэтому примите во внимание. Здесь вот единственное, что это ваши сомнения. Вот нет никаких преград, но мы сами можем себя словно в какие-то рамки ненужные поставить. А нам девятка жезлов говорит: да хватит, давай выходи из этого забора. Но будь при этом, вот как королева мечей, очень внимателен. Прочитайте. Если кто не знает, это героиня Ветхого Завета. Кто такая Юдивь? Как известно, уж отрезала, так отрезала. Ну вот, наверное, вот эти энергии, сама личность Юдифи, которая вошла в историю благодаря своему холодному видению решимости и решительности. Но это было применено досконально, пунктуально, выверено. Вот что-то подобное, может быть, и вам придется в эту декаду принимать как важное решение. И карта – это выздоровление, трансформация, новых возможностей. Вот как эта звезда, которая, да, она пока еще далеко, но это путеводная звезда. Вот чего вы хотите, мои дорогие скорпионы, вы должны себе тоже четко сформулировать. Потому что если мы не сформулировали, тогда и непонятно Вселенной, в какие энергии нас вести. А мысль материальна. Это уже доказано квантовой физикой. Особенно для вас. Я всегда говорю: скорпионы, маги и волшебники. И помните вот эту мысль, если вы себе позволяете вот это самокопание или какой-то мрак, вы начинаете обдумывать. Как только вы его начали обдумывать, вы как где-то там в невидимом пространстве формируете некоторую энергию, которую можете потом как обратку получить. Ну вот не планируйте свое будущее от слов, допустим, а если вдруг, вот, например, этого делать не нужно, посылайте какие-то добрые мысли, будьте милосерднее к самим себе, так вот посылайте вот все доброе, светлое в пространство, и оно вам откликнется новыми возможностями, мои дорогие, для вас. Личная жизнь и любовь. По пятерке пентаклей это всегда любая пять, это недостаток. И пятерка пентаклей – это своеобразный выбор, наверное. С одной стороны недостаток денег, с другой стороны недостаток недопонимания. Или вложение в конкретного человека, а вот в качестве обратного эквивалента ничего, zero. Ну вот что-то такое может проиграться. Какой-то период переосмысления. Хотя я могу допустить, все же туз кубков есть, и поэтому. Для тех, у кого в паре сейчас все хорошо, то, скорее всего, оно так и продолжится. Может быть, единственный такой нюанс. Может быть, недостаток взаимопонимания, когда вы где-то хотите настоять на своем, а вам нужно быть дипломатами. Но, с другой стороны, ведь личная жизнь – это могут быть ваши именно достижения, сомнения, или нужно исправить какую-то финансовую ситуацию тоже. Я это допускаю, мы с вами говорили об этом. Поэтому все приводите к балансу, приводите все к знаменателю, чтобы общему и понятному для вас, чтобы не было вот каких-то пролапсов, провисаний, чтобы вы понимали, для чего я это делаю и как это откликнется завтра. И если видите или имеете уже опыт, что нет, это куда-то туда я не пойду, так и не стоит где-то рисковать, мои дорогие. Точно так же мы можем в отношении конкретных людей, вы явно будете делать тут выводы какие-то, и неважно, кто это, или это коллега по работе, или это сосед
или это ваш родственник. Но есть все-таки те люди, даже мы их не можем исключить. Да, мы, может быть, потом сведем к нулю наше общение, но это так вот одномоментно сделать сложно. Вы даже если не хотите, человек будет возвращаться. Или какие-то вопросы, ряд вопросов тем, которые нерешенные, часто тоже, как Гордиев узел, не разрубишь. Увы, нет. Нам приходится что-то согласовывать, поэтому дипломатом быть придется. Но это все, самое главное, не должно вас цеплять. У вас другое направление. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я благодарна за то, что вы смотрите мое видео. Я благодарна за ваши искренние комментарии. Я вас люблю. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.